вся в М. статье. Я одну часть написала, сделала, а теперь вторую нужно А сделать. про что делаешь? Я делаю, ну, я выложила в нашем этом самом первая М. часть, Мгм. алгоритм трансформации, то есть алгоритм ам, очищения. Мы говорим очищение, но не понимаем, какого очищения. Мгм. И сегодня мне мысль такая пришла. Мне мысль пришла, смотри, мы расторгаем контракты с антимиром. А мне мысль пришла, я смотрела коротенькое вот это шорцы в Ютубе. Дипак Чопра говорит. Мгм. Ну, он рассказывает, что физическое тело меняется, буквально все разбирается и снова по-новому все складывается, буквально за год. Да, он Мгм. говорил, что обновляется все такое, и говорит, наше тело– это как принтер, да, который печатает то, что наш мозг, наше подсознание программирует. И говорит, вот его слова, вот бы найти способ программировать не такие же старые клетки, а новые. Мгм. Об этом же и пишет Библия. Она пишет, как человек потерял гармонию, целостность, яблочко. Это же Мгм. все образом. Библия образная книга, да, метафорами написана, а люди ее пытаются понять плоскими мозгами. Вот. Потерял человек, а потом описывается, что он стал плохим, поэтому вот его там потопили в потопах, а потом человек возвращает себе, ну и пишется, что он не сможет сам себе вернуть, а с помощью Творца. А я себе думаю, а мне мысли, вот это я слушаю этот шортс, а мне мысль приходит. Вот мы расторгаем контракт. Мгм. А что-то наподобие вот этого контракта с первотворцом, вероятно, у нас было? Ну ж С было. высшими. Но когда жена с мужем женятся, у них тоже есть подпись ставят, у них есть контракт. Вот они муж и жена, они не свободны друг от друга. Вот они как бы Соглашение. соглашение, да? Мгм. Да. То есть, вот, у меня такая мысль приходит. А может, нам, если мы расторгли один контракт, может, нужно просто сделать еще один шаг, которого не хватает? Может, этого шага как раз и не хватает? Потому что любые отношения, ну, они же на договоренностях каких-то закладываются. Или это свадьба, или это между партнерами рабочие отношения. Всегда есть и договоренности. Даже когда люди никакого отношения друг к другу не имеют, они договариваются, что они, кто они и какие у них будут отношения, на каких условиях. То есть всегда идет разговор. Хорошо, Виктория. А вот часть целей, которые я писал сегодня. В детстве не получил должного наставления от отца, которым должен быть мужчина. Хочу исправить отношения с отцом во всех воплощениях, ориентироваться на первого Творца и получить от него правильные настройки мужской роли в семье. У тебя считываю, наверное, тему. Наверное. Ну, ты же понимаешь, что все наши цели достигаются не на одном уровне. Да, конечно. Да? И То есть осознанность, и проработка, и мы навыки. работаем
Да, то есть вот именно я сейчас хочу как раз это видео вторую часть сделать, потому что первая часть объясняет, что и к чему, только объясняет, что нужно вот на 4 уровнях фактически работать. Ну, это на 3, 4, потом больше можно, да, э, Мгм. что рассматривать. А уже во второй части четко объясняю, как идет работа с сознанием, подсознанием и с физическим телом. И все упускают. И почему не работает трансформация у людей? Они упускают вот эту 4 часть. Это на уровне души, то есть контракты. Но мне вот такая, слушала сегодня это видео, и мне вот прямо вот идет это, что соглашение, то есть узаконить отношения с Первотворцом. Каким образом? То есть Мгм. это должно быть какое-то обещание. Ну, смотри, мужчина с женщиной, когда женятся, они друг другу обещают, что Как будут друг другу планирует. относиться честно, да, не будут Мгм. изменять друг другу, поддерживать друг друга, да, интересы друг друга оберегать, честь, совесть и все такое. А как это Брать с об Творцом Да. происходит? Интересно. Мы изначально, скорее всего, были в гармонии. То есть она, наверное, уже прописана, вот эти гармоничные отношения. Вот эти контракты с антимиром как раз и исказили Ну, правильные конечно, отношения. да. Так вот мне интересно на это все посмотреть. Мгм. Ну, смотри, Искажения. хорошо. М. Вот у тебя есть аспекты, это мы на уровне контрактов можем посмотреть, но ты должен понять, что на уровне сознания и подсознания тоже нужно прорабатывать. То есть нужно узнать, а, А как нормально? А как гармонично? А как это счастливо? как А, это делать? да, Смотри, да. в Библии написано, хотите быть духовными, ребята, выполняйте 10 заповедей. Это делайте, а это не делайте. То есть, чтобы олицетворять мужскую силу, да, хотя я не думаю, что ты ее не олицетворяешь, и ты чего-то не делаешь. Просто, может быть, искаженное в социуме понятие, да, что мужик должен быть с мускулами, груб, с зверским взглядом, и унижать друг друга и так далее. То есть пренебрегать женщинами. Такие же тоже есть эти самцы, альфа-самцы, которые искажают вот это вообще все вокруг с миллионными подписчиками, да? Да, ты правильно думаешь. Я так и думал, что где-то идут воздействия либо через этот культ христианства, через какие-то там ритуалы, оргии, там вот это все, что творится, но если есть какие-то еще зацепки с этим эгрегором христианства, то оно как-то на меня воздействует. Оно Или другой будет вариант мощи. действовать. Останки, которым каким-то образом, вот у них там фабрика этих Ну да. останков, прям торговля, прям у них массовое такое производство. По всем церквям там 5 черепов такого-то святого, там вообще. 14 пальцев Да, Петра, да, 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 мизинцев. да. И прям у них там это, как Э, магазин, да. Если должен там церковь какая-то иметь какую-то роль, какой-то вес, вот она должна заиметь какие-то там эти. И их штампуют там каким-то образом. Ну хорошо, давай быстренько полетаем, посмотрим вот этот Давай. отношения с Первотворцом, вернуться на гармоничное Про На соглашение. гармонию Ну, соглашение, да. это мне-то Посмотрим, есть ли это соглашение, как оно должно быть и как прийти к этому гармоничному. Ну, можно на примере моем посмотреть или на твоем надо ж как там. конкретно на твоем. Хорошо. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм.
Что ты видишь? А ты встречался когда-нибудь с цыганкой какой-то? Да, возможно, конечно. У нас здесь контингент очень разный. Ну ладно, я отсоединяюсь. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. На Мгм. счет, на счет 3 найди в эфирное пространство мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Ой, сейчас вся информация уже пришла. Вижу тебя, как будто бы сзади долбанули вот этим крестом по голове. И вот так голова согнута. Ну, а мне сразу идет, что не нужно это как бы принимать. Вот как мы Угу. вот этот пульт, это раз и выключил это. Ну да, пофигизм. Пошли Ну, вон. пофигизм здоровый нужен, то есть, потому что Угу. они не имеют права это делать. То есть это даже не надо как бы, ну, научиться Допускать. выстраивать, да, свои личные границы. Угу. Да, Так. это ты, считываю эфирное ДНК. Угу. Ну вот, буквально как будто бы вот бумкнули сзади этим крестом. ам, И в секторе магии как будто бы такое какое-то мишура, такое разноцветное, красное, блестящее, с каких-то лоскутиков так как-то вращается. А от этого креста в сектор интерферентов идет черная подключка. М. Вот. И интересно, там, где, ну, вот этот крест, там, где типа изголовье, да, Мгм. там такая, как металлическая вот такая пружина, а, ну, которой, на этой пружине, что-то М. тоже там такое, как Это листочек энергия. белый, да. Мгм. Это надпись их "Царь иудейский". Мгм. Интересно. Хорошо, Виктория. Ну, заморозь пока эту ситуацию. Мгм. Спроси у меня разрешения потрудить со мной для меня. Да, ты разрешаешь. Мгм. Давай снова посмотрим эту ситуацию. Замороженная разморозь её. Что это за энергия, этот листик? Оно считывается, сейчас, царь израильский. Мгм. Что это обозначает, царь израильский? Оно сначала было как сверху царь иудейский, а внизу как царь израильский. И иудейский сверху — это имеет как оно как будто бы, шелуха считывается и такого желтоватого, какого-то грязного цвета. А где написана информация Израильский? израильский, оно свечение такое, а вот это иудейский, как печать, вот это такое грязное. Так что Мгм. Так, вот эта вся надпись, она каким образом относится ко мне? она, на этом кресте, а крест вот так как будто бы сзади, а, ударил тебя. И вижу, что эта подключка идет по всему позвоночнику, а голова вот так, нагнулась, ну, как будто бы бумкнули Мгм. крестом. И в секторе, интерферентов находится, вижу, кто-то как будто бы рукава засучивает вот так вот. А, Приказывает этому в секторе интерференции убрать иллюзии, защиты, носителей магии и колдовства, проявить согласно его истинной эфирной ДНК.
Черная энергия, как магическая, внутри как-то переливается, ядовитая очень, как яд, Мгм. и радиационная, и считывается как-то козел. Какой-то козел, сейчас я Мгм. посмотрю. Считывается культ козла. Мгм. В секторе магии показывается вот этот циркуль, наугольник. Это масонская, не масонская, как-то Символика. Мгм. по-другому звучит. Как это звучит, Виктория, послушай. Я вижу, там какой-то почему-то идет Елисейские поля, и вижу такой парк, такая дорога длинная, дорожка, ну, парк Мгм. красивый, ухоженный, и приводит эта дорожка прямо в какую-то часовню. В этой часовне, Мгм. ну, как беседка такая какая-то. Э, Какие-то люди разговаривают. Они там, это такая как беседка, а посередине стол как будто каменный такой круглый стоит. И вижу, что они берут и циркулем рисуют. Мгм. Ам, Кто они такие? Сейчас я спрошу, кто они такие. Они говорят христианская ложа. Мгм. Это Так. отдел такой. Мгм. Отдел. Кто из них там главный? Отдел чего? Мгм. Интересно. Посмотри, Виктория, чего отдел. Оно вот так считывается буквально, как будто в секторе магии, вот от них идет в сторону, как будто бы пицца такая, М. разделенная на эти слайсы, Сектор. Ну, на сектор. секторы. Мгм. Да, Мгм. и один вот так сектор, пицца это как будто бы выходит, сейчас я посмотрю, и оно считывается, что это как часть, вот эта христианская мафия, как часть от общего пирога, и М. от этого символа идет под ним, под этим символом пирамида какая-то, такая вот острая пирамидка. Считывается, она буквально считывается как пирамида власти над человечеством. И там вот это изображение с 1 долларовой купюры. Мгм. Доллара. Новый мировой порядок — это Но он не пирамида. новый, он старый. Вообще-то он Да. старый. А этим всем управляет вот еще ниже, где сектор духа. Мгм. Это вот этот козел Бафомет сидит. Бафомет. Мгм. Да. Так, это вся А вот система. это, Мгм. да, это часть общей системы, а вот эти церковная часть. Иерархия. Мгм. Да. Что они там в этой беседке? Кто там из них главный? Я вижу там какой-то человек в красной, как папаха такая. м, Он говорит, мы повесим человека Мгм. и показывает вот тот крест, которым тебя бумкнули. Говорит, мы повесим человека, но показывает, что голова внизу у этого человека. А, Мгм. Называют этого человека рыцарь чести и достоинства. И показывает, что они его вешают вверх ногами, и там, где голова, где как третий глаз, там как будто бы забивают этот гвоздь. М. Он говорит, что они повесят человека в Иерусалиме, Мгм.
То есть это планирование. М, Убийство Андроника? Нет, такое впечатление, что они его уже убили. Ага. Так, а кто это говорит там в красный? Кто он такой? Приказывай ему называться. А, Он называет себя Пи. М, Жуткий тип. мгм, Говорит, что он крестоносец. А мгм, также а, он говорит, что он рыцарь доблести, и буквально вот так срывает одежду, а этот человек, типа с которого сделали культ Иисуса, он уже погиб, он мертвый, мгм, а этот как будто бы он уже находится в в таком месте, в секторе интерферентов он находится, его душа. А этот срывает вот так резко с него одежду, вешает на себя и говорит: "Я Христос". Вот этот. А он как Пей. папа Мгм, римский, и он держит в руке что-то такое большое черное, череп. Он в правой руке держит, черный череп. мгм. Так, что он делает? Приказываем отвечать. Он говорит, что он провозглашает себя Господом христиан. Мгм. Так. И вижу, как, такой календарь, как будто бы раньше были такие толстые, маленькие, на стену Мгм. вешались. И вижу, как эти Отрывная. листочки тых-тых-тых-тых-тых падают, падают, падают. И он говорит, что они увековечили их, рыцарский орден, тамплиеры. Вот этот Мгм. другой человек, который стоит, это тамплиеры, тамплиер. М. А вот Мгм. этот вот этот- это вот этот, И. римский папа. Мгм. Понятно. Так, а что они там циркулем чертили на столе? Что это они там делали? Он говорит, что они вычерчивали их часть порабощения человечества, Мгм. Так. А, функционал свой выстраивали. Ну, они же строители. мгм. Так, а что они делают по отношению ко мне? Приказываю отвечать им. Ну, вот этот, Пий, Мгм. пальцем вот этим таким, крючком, с когтем, и говорит, что ты не должен был родиться. Это почему это я не должен был родиться? По ихней Он задумке? говорит, что они тебя замуровали, Мгм. но они не смогли замуровать, потому что они должны были оставить вот этот лучик в своих писаниях, вот эту историю про воскресение. Это выглядит как будто от этого человека, вот который там, это, ну, не душа, а это как эти соглашения человеческие, то есть его опыт, часть души, да. Мгм. И вижу, как такой луч света идет к первотворцу. Это миссия, оно считывается как желание вернуться снова и буквально, чтобы вот растоптать эгрегор связи смерти с человеческой душой. Вот так звучит. И они не смогли с этим управиться. И вот этот, что мишура такая в секторе магии, это считывается вот эти все бытовые неурядицы,
Вот эти люди, предатели, которые там, вот я вижу эту Людмилу, подружку, и вот эти все ситуации, которые были, да, то есть весь этот негатив жизненный, который ты прошел в этом М. воплощении, в предыдущих, это специально для того, чтобы, оно так и звучит, удалить от жизни, удалить из жизни. Ну, а Мгм. ты сидишь там и так говоришь, что они не смогли это сделать, потому что у тебя была вот эта миссия, этот луч. Человек, который понимает высшую миссию своей души, чувствует себя, то у него вот это луч, связывающий его с первотворцом жизни, очень сильный такой. Мгм. Понятно. Так, а как вот это связано с этой таблички, на которой написано «Царь Иудейский»? Вот это черно какая-то там Ну, там плохая как-то энергия. идет М. как два, иудейский и Израиль, как бы два разных и толкования. Я М. вижу, что Иудея, Иуда, и здесь имеется в виду Искариот, я слышу. То есть это не Иуда, колено Израиля, М. а, а Иуда Искариот. А это И как это связано с перебросом ярлык. кармы. Это Мгм. ярлык, да, потому что на самом деле там вот эта черная энергия, оно так и звучит, ангел. Это Исаак как, ангел этот. Мгм. да, как будто бы на подушке. Эта часть души лежит там, как на черной подушке. То есть вот это м, подмена предательства, да, то есть это переброс кармы уже Мгм. на Израиль. Типа Юда Искариот это и был израильтянином, значит, все израильтяне, ну, это все технологии, типа Мгм. виноваты. А на Да. самом деле это были интриги внутри самого Да. этого, М. внутри семьи этого Комнина. Мгм. Понятно. Так, хорошо. Тогда такой вопрос. Они вот начали что-то воздействовать на человечество, используя меня. Есть ли у меня какой-то контракт с этим связанный? Сейчас я посмотрю, Мгм. потому что он вот это снова мое внимание на эту голову черную. А, То есть это как череп. И вот эти руки, которые похожи были, знаешь, на кого? Как на человека, который, как он называется, кат, который А, голову отрубал. Палач. Палач, да. Мгм. Так, посмотри, что это за череп, Виктория. В этом черепе такая змея хитрая, через глазницу правую вылазит в таком платочке разноцветном. Так, А что? платочек имеет отношение к этой мишуре, которая вот так мельтешит в секторе магии. Мгм. Так, и там я вижу, как будто человек, ну, ситуация, не ситуация, а символ такой, метафора, как будто бы человек э, ниц, вот так вот, как Падает. люди М. молятся, Кланяется. Мгм. кланяются, вот он, а этот священник стоит, я слышу, помазывает, и такие платочки разноцветные одевает. Считывается магия помилования. А, ну, это у них индульгенция. Да, Подают магия. индульгенцию. Мгм. Да, то есть вот эти ритуалы, вот подает на ложечке на такой длинной этот хлебушек, каннибализм, ритуальный каннибализм, кровь и тело Христа. Мгм. И это все связано это культ Антихриста. Я вижу вот этот крест,
И на этом кресте человека они в эфирном пространстве, как будто бы этого Андроника прибили вверх ногами. Ритуал. Ну, это, да, то есть они все вот так перевернули и назвали вот это поклонение, типа, назвали спасением души, вот это христианство, да, мессианство, что это приведет к спасению души. Но на самом деле это как раз гнобление души, закрепощение души. Э, И буквально я вижу, как эта змея, которая там была хитренькая такая, да, она так прям как мультяшная. А потом вот эти люди, они просто, эта змея превращается в огромную, ну, вырастает и просто съедает этих людей. А, Я слышу ритуал погашения долгов. Это как раз и есть антимиссия, потому что миссия каждой души — развязать каждый узел, понять каждую ошибку, исправить, поменять свое решение. Это миссия каждой души, то есть проработать кармические задачи. Да, а это я вижу, что это как раз антимиссия, наоборот, заглушить вот этот зов души и вот этот истинный свой путь к Первотворцу, уничтожить, я слышу, вот этими ритуалами покаяния. И я вижу буквально, вот увидела вот эту, даже вспомнила, как эта церковь называется, куда я один раз ходила э, на этот ритуал, и после него я сказала, больше ноги моей там не будет, потому что я эту всю фальшь увидела изнутри и сказала, что я ходить в церковь больше не буду, потому что это ложь и какая-то вообще чертовщина. Вот. И Так. буквально я вижу, что именно на этом все оно и завязано. Христианство — это, ну, миссия, да, миссия души. Это вот эта связь с Первотворцом, вернуть себе гармоничные отношения с Творцом жизни, развязав все кармические задачи, убрать все контракты, расторгнуть их и освободить свою душу. Вот. А христианство, так называемое, это вот как раз служители этого культа. Вот этот сидит, вот и звучит вот этот Бафомет, вот этот Папа Римский. Это культ Бафомета, ну, сатаны. Так, а вот это индульгенции, которые они раздавали, там, типа как прощение грехов, Они откуда не у них? раздавали, они раздают до сих пор. Ну да, То есть идея такая, что спастись можно только через Христа, потому что якобы Бог послал Христа. Мгм. Но Бог не Христа послал, а у каждого человека есть своя миссия. То есть они Сам по себе изводили пришел. идеи. Каждый пришел в эту жизнь Да. сам для себя, чтобы расторгнуть свои личные контракты. Так, хорошо, Виктор, а вот этот череп, это, считай, эфирная ДНК Символ этого черепа. смерти. Мгм. Это то же самое, они, вот другая сторона, вот прямо вижу в этом черепе, в этой пирамиде, вот череп, пирамида, и потом этот Ленин лежит, и вот эти все пирамиды — это мертвецы. Оно так и звучит — мертвецы. То есть это культ мертвецов. Это, ну, смотри, они же, это масонские штучки, это Мгм. пси-технологии. Работает все одинаково. Вот они поставили вот этот. Смотрите, люди, кому мы кланяемся? Мертвецу, которого сами же и убили. И вы должны ему кланяться, мертвецу. Сталин что сделал? Соорудил пирамиду, положил туда мертвеца, шизанутого этого Ленина, и говорит всему миру: мы
Поклонники дьявола, Мертвецы. сатаны, мертвецам мы кланяемся. На нашей главной площади нашей огромной страны лежит труп. И не Вот. один. И не Мгм. один. То есть и таким образом идет переброс кармы, потому что люди это видят, они чувствуют на уровне души, подсознания. М. Все это считывают, Мгм. но из-за пропаганды заглушают этот внутренний голос истины, который есть внутри каждого человека. И таким образом, ну, согласился быть рабом, так это ж твои проблемы, сам же и согласился. Да, таким образом идет переброс ответственности на самого человека. И до тех Мгм. пор, пока человек это не осознает и не отдаст карму своим поработителям, его душа будет находиться вот в тех каких-то лабиринтах дьявольской системы. Мгм. Так, а вот это эгрегор смерти, связи с человеческой душой, по-моему, вроде так ты сказала. Вот этот эгрегор, на чем он держится? Ам, Не понимаю Ну, ничего, не вот иду, не. этот эгрегор смерти, это что за эгрегор? Какова его суть? Это не эгрегор, это система. Это Так. система Мгм. управления вещами в мире. Это система. Так. Эгрегориальные М. структуры внутри этой системы находятся. То есть эта система, она как считывается как глобальное порабощение, и она противоположность. Она выглядит как плоский диск в пространстве, Так. а, мануфактура. И противоположность вот этому шару, сияющему шару полноценности и гармонии, которая находится в секторе Первотворца, а это противоположность. Только она, а, это управление физической реальностью. М. А эгрегоры находятся внутри этой системы, и они являются обслуживающими. То есть они как вихри, вот я вижу, Мгм. энергетические. Вот как в этом кресте такая спиралька была, да? То есть по отношению к самому, как к этому кресту, к этой идее, эгрегор – это как туннель, который затягивает, я слышу, усопшие души. То есть те души, которые отдают свою, те люди, которые отдают фактически свою душу на растерзание, на уничтожение. Так, хорошо, Виктория. Давай посмотрим вот эту ситуацию, когда этот крест как бы упал на затылок этому, ну, мне, да? Да? Где этот момент, в этот момент, где я был. Я вижу, я слышу слово "принял" и вижу, что ты листаешь книгу какую-то с большими разноцветными, иллюстрациями. Сейчас я почитаю, что Мгм. это за книга. Она считывается как христианские догмы, то есть какая-то христианская литература. Мгм. И я слышу "принял". Я вижу, как ты смотришь в зеркало. И есть же прижизненный портрет Андроника. У меня я его там поставила в том видео Мгм. в прошлом. Ну, раньше было. Так это же одно лицо. Это даже не похож, а это просто одно лицо с твоим лицом. Мгм. Вот. Это Я вижу, было, да, в этом воплощении, да? это было в этом воплощении, да. Я слышу снова. Принял. Вот, принял удар. И оно как бумкнуло тебя буквально сзади, вот там, где затылок.
Мгм. Оно вот так сверху прошло, вот так, прямо, а удар пришелся потом прямо к сердцу. И как будто бы вот это черное сердце вот так пум, как выбило тебя, ну, выбило сердце твое с равновесия. Мгм. Что Я слышу, произошло? замена Да. догмой, то есть произошла замена, а, я слышу, животворящего знания Мгм. догмой, принятие этой догмы произошло. Мгм. Ты что, ходил в церковь, да? Когда-то, может быть, и ходил. Меня ж крестили в детстве. Ну Я да, брата, но это маленьким я был, да. Мгм. я вижу, как идет, но это не твоя рука, а, скажем, как имплант, программа, которая сама по себе по отношению к тебе находится в секторе магии и делает вот это знамение креста, как крестится, да? Мгм. А, я слышу, принял роль жертвы, Мгм. даже мученической жертвы. То есть вот эти догматы христианства, что нужно мучиться и так далее. Мгм. Так. На что я согласился, когда принял эту роль мученичества? Я вижу, как по этим нейронным связям побежала, по этому генетическим этим связям, твоя эта энергия сердца буквально вот так вот в эту чашу, Мгм. где эти стояли там, чертили на этих Елисейских полях. Мгм. Вероятно, встреча там произошла какая-то Этих тамплиеров, этих с иезуитов. этими, Мгм. да, этих иезуитов, с С папой этими, этим. ну да, они же, да, я слышу, согласовывали. Они, потому что жрец, ну, папа это по-другому, как, ну, как жрец, да, он же понтифик. В переводе означает жрец. И они назывались понтификами еще до того, как этого человека, которого сделали Иисусом, да, Мгм. распяли. Христианство так называемое уже было папство. Они назывались понтификами, и до сих пор они понтификами называются. То есть это человек, который в одних руках удерживает политическую и религиозную власть. И вот они пошли как за благословением к этому понтифику, вот эти рыцари, согласовывать свои действия. И вот они придумали соединить две религии, потому что вот тамплиеры видят, как люди восстают, восстание против убийства этого Андроника, да, как они Мгм. защищают, просто кровопролитно, они идут прямо на смерть, потому что, ну, точно так же, как украинцы сейчас. Они же понимают, что поддаться этой мафии кремлевской, это значит уничтожить себя, свое будущее. Поэтому идут вот так героически отстаивают свое право буквально на жизнь. Точно так же это было и тогда, потому что они понимали, какая-то черная мафия пришла к власти, и они этой мафии не хотели поддаваться. Мгм. Вот. А этот придумал, о, какая у вас сила есть в руках, давайте мы перевернем это все и сделаем это религию новую. Мгм. Вот. Замылить Ну, конечно. мишуру. Мгм. Да, вот эта мишура, что вот это трепещет там Это и постоянно. То есть есть, вот эти догмы, да? да, Мишура это все. другими словами, это пси-технологии. Мгм. В Вот. основе порабощения любого насилия лежит ложь. Вот. Человек изначально имеет все механизмы, встроенные внутри, в его душе, все знание и все умение считывать истинное положение вещей. Но именно вот эти пси-технологии, которые используются вот этими, М. считываются они как координаторы дьявола.
Люцифера. М. Вот. Они как раз убивают в самом человеке вот эту связь с первотворцом и свое умение телепатическое считывать истину, потому что это естественное телепатическое чтение, да, это естественный атрибут каждой божественной души. Потому что по конам справедливости каждая живая душа имеет право знать истину. То есть это встроенный механизм считывания правды. Да, они как-то воспользовались человеческим телом. Они вообще, нет, они не человеческим М. телом, они Ну, это воспользовались, это работает, да, тело работает реакциями тела на угрозу жизни, понимаешь? Страх, Мгм. боль, стресс. Это те механизмы, которые они используют для того, насилие и ложь Мгм. для того, чтобы э, э, изменить, Обмануть душу. обмануть, да. Мгм. Ради выживания обычно это идет, и тут вот эти подписывает человек контракты. Они в страхе держат. Смотри, главная догма в церкви. Душа смертная, душа попадет в пекло, М. если вы тут не Не будет принесете нам деньги, подчиняться. не будете Мгм. подчиняться, не будете выполнять эти ритуалы и не станете жертвами, да, то есть абсурд Через какой. страх. Все через страх. Да, именно страх в основе всех негативных убеждений, негативных контрактов лежит страх. М. Они этим страхом манипулируют. Да, это самое Так противное. вот, давай не будем М. отвлекаться, потому что я Мгм. опять вижу, вот как энергия Да. этого сердца к тебе, к ним Мгм. пришла, вот туда, в то прошлое. Я слышу 16 век. Мгм. Вот услышала, что это было 16 век. То есть это когда они собрались в это на Елисейских. Мгм. Да, они тогда Библию сочиняли, Новый Завет. М. Так, э, спроси Виктория, у меня вижу ли я ихние вот эти воздействия, то, что они там творят? Ты видишь, вот там, где Мгм. ты лежал, там вот это, ну, не ты, а часть твоего сознания Мгм. в той. И ты вдруг встаешь и начинаешь осознавать и видишь эту черную подушку, так М. называемую, и идешь. Сейчас я посмотрю, там контракт вот этот, Мгм. принятие догмы. Вот там вот контракт. И я вижу, что контракт подписан, а, подключка идет, подключка к энергетической сущности. И эта энергетическая сущность похожа на такого спрута черной магии, магический спрут. А что это за сущность? Что это за сущность, это Хотел за меня спрут? попугать, но это такая масса Мгм. энергетическая. Лицо какое-то там было. Да. Сейчас. То то это через сектор магии. Да, Кто-то через на сектор физике магии. кто на физике представляет этого спрута, приказом проявиться согласно физической ДНК. На физике вот этот Пи какой-то, сочинитель Мгм. христианских сказок. Мгм. Кто этот Пи, знали его, кто он сейчас. Ам, я не знаю, кто он. Опять я вижу, как в этой беседке Мгм. опять чертят этим циркулем такую пирамиду. Когда они чертят, появляется пирамида. Мгм. Так. А вот эта подключка когда образовалась к этому сущности у меня, Виктория, когда это произошло? Когда ты этот журнал какой-то листал, это как Мгм. книжка или журнал, глянцевые толстые страницы, похоже на журнал такой.
Понятно. А давай посмотрим контракт этот, принять догмы. Какие там условия в этом контракте? Я вижу, что ты тогда согласился, что нужно быть, подавленным буквально, как будто бы даже своей рукой, вот правой, Мгм. помогаешь ну, бумкнуть этим крестом, и там эта подключка, прошивка идет, христианская прошивка. Вот как она ударила, вот Мгм. эта энергия черная, и в сердце, как выбила с места сердце. Так. Я слышу подчинение демонам, и вдруг там, где в сердечном центре, появляется как миска такая. Вот эта М. кастрюля. Помнишь, я тебе говорила, что, что я в своем пространстве видела кастрюлю какую-то, да? Мгм. Я вижу, как эта черная кастрюля в виде такого сердца, и там эти сущности едят, сидят и едят, как будто бы внутри этого черного котла сердца твое Мгм. живое сердце, и они вот это живое сердце жрут. И я слышу догмы христианства, быть поверженным. Разрешение буквально есть тебя, кушать. Мгм. Что, Виктория, я захожу в тот момент, когда я взял этот журнал в руки, передаю себе информацию и отказываясь быть приниженным, отказываясь подчиняться демонам, приказывая им убирать их воздействие, пусть забирают их магию, насилие, применяет на них же. Я вижу, это книжка такая. Ты берешь эту книжку вот так, а эти листочки, ну, вот этот, М. который тебя впечатлил, эта иллюстрация, она, вот этот листочек вот так раздваивается, как кошелек, который вверх ногами открыт. И вот так ты эту всю мишуру М. вытряхиваешь оттуда, вытряхнул и видишь, а этот листочек стал как ничто. И так пух, вспыхнул, и все исчезло, растворилось. И я вижу, как эта беседка Мгм. переходит в сектор магии, и все закрывается, и ты ногами вот так туп-туп-туп, вот как в начале сеанса. Мгм. Потупал ногами, закрыл портал и Мгм. встаешь вот там, где ты лежал, и я вижу, как вот этот символ, как они повесили человека вверх ногами, а этот человек вообще, я думаю, чё у него такая круглая голова? А это символ человека, а голова — это как наша планета Земля. То есть человеческий разум, общее пространство. Перевернули разум. Мгм. Да, и я вижу, как ты берешь и Переставляя обратно. переставляешь обратно, и этот крест уходит. Я тебе передаю, чтобы ты вытеснил из своего личного пространства все эти чипы, импланты, отказался верить в эту ложь, отменил все Мгм. заблуждения, вот отменяешь. А, Даю им карму. Да, и я вижу, как этот человек, который вот это, как Иисус там лежал Мгм. в этом гробу, типа раз и глаза так открыл. М, Да, это так вот показано. Что сработало. Тогда вот это они как будто бы в глаз третий забили гвоздь, а сейчас это то есть проработано, и раз открываешь глаза, и все пространство, вот этот лучик, который шел к сияющий, к первотворцу, это все как стало белый день. Все вот так раздвинулось, и стало светло. И вот этот лед, в котором было это заморожено, растает полностью, направь твое внимание. Пересмотри все твои ресурсы в прошлом, настоящем и в будущем. Верни все твое. Я Согласно слышу, моей. Мгм. идет печать зрелости. Мгм.
Печать зрелости. И я сейчас посмотрю, что это. Что это Я такое? вижу, что ты вот так отрываешь, вот так лист, и отдаешь этой сущности. Сейчас я Что посмотрю. это за... Мгм. Расторгнут контракт, ты отдал этой сущности, эта сущность пошла там, где этот Иисус похоронен, и говорит, м, э, вот так, вставай, за тобой пришли, но смотрит вот на этот камень, на котором как будто бы лежал этот Иисус. Вот. И в этом камне такая как замороженная энергия, как ключ познания себя, я слышу. Мгм. И вдруг этот как взорвалась Мгм. этот камень, и эта сущность превратилась в какие-то ниточки и потекла вниз. А ты берешь, встаешь там и бьешь этим камнем, разбил, а там М. я слышу стоик. И вижу, что в этом камне как будто бы замороженный человек, который стоит вот так, как статуя. Мгм. И сейчас я посмотрю, что это. Что это? И это как ангел с крыльями, там такой стоит. Я слышу, что запечатанная сила богов. Мгм. И ты радуешься, что ты нашел. И М. мне показываешь, и радуешься так. Я тебе передаю, чтобы ты вернул свою стоическую силу, силу Творца, Мгм. силу божественных душ и твоей души. Мгм. Очищаю чужеродную энергию, отделяю от моей чистой энергии. Все чужеродное отдаю в антимир. Да. И сейчас почему ты оказался за полярным кругом, снег такой, и ты там стоишь на М. вершине где-то. Ну, как будто бы глобус такой, снег там сияет, и ты там стоишь. Мгм. Что Там, где сегодня что? северное сияние. Сейчас я М. спрошу тебя, что ты там делаешь. А ты так ногой тупнул и сказал, что там есть углубление. И это вот как у нас на голове, Мгм. тут эти такие сходятся. Чере О, наша черепушка, смотри, у нее тоже кости, М. ну, разные Ну да, кости, точно так же, как склеены. как наша планета тектонические плиты имеет. То есть наша голова Ну да. вообще На древних как картах тоже 4 вот эти части. Посередине как река там была. Что-то да, как такое. интересно. Вот, сейчас я тебе смотрю, спрошу, что ты там делаешь, Мгм. а ты говоришь, что ты зовешь к себе. И я слышу, как у тебя вот такой свет и звук идет по направлению к Первотворцу. Мгм. И говоришь, у тебя карта сияющая в руках, что ты ищешь след к своему истинному «я». И там так холодно, как будто бы в космосе. Мгм. А твои следы, сейчас я смотрю, Мгм. Куда они ведут? они есть, вот так такие следы. Это прошлое воплощение. Мгм. Вот. Так. Куда я шел тогда в прошлом воплощении? Ну, сюда ты шел. Мгм. Обратно. А теперь ты Так. туда как будто бы Мгм. идешь. Так.
И к какому месту я иду? Где это? Что я там ищу? Ты вот так вот мне показал, как будто, знаешь, рубашку раздирают вот так. Мгм. Ты вот так вот как-то взял, а здесь такое сияние внутри. Сияет. Мгм. Так. Ты говоришь, что твое тело разорвано, Мгм. и говоришь, что тебя похоронили как бы много раз. Что-то ты мне М. рассказываешь, говоришь, показываешь, но ты как будто бы в космосе, и так сверху показываешь на планету Земля, она там внизу. И показываешь много-много таких гробов, и они так стоят. И говоришь, что тебя похоронили в разумах много раз. И показываешь эти кресты. И вся земля стоит в черных крестах. Ты говоришь, что тебя предали, предавали вот эти кресты. И когда ты это показал, вот эта земля, на которой вот так все в крестах этих черных и превратилась в такую скорлупу от этих черных крестов. И показывает, что через эти кресты вот люди вот эти, они потеряли их души, и все их души находятся в том пространстве, где кресты вверх ногами. И люди там висят вверх ногами. А я-то думала, что я иногда видела этих повисшие люди в этих пространствах, души, когда М. они висят вверх ногами. Мгм. А, да, это люди, которые потеряли как бы свой разум. И я снова вижу, вот для примера себя, да, метафора идет, Мгм. что когда я это увидела, я отказалась принимать в этом участие, а другие люди, они боялись слышать себя, и поэтому они потеряли себя и висят там, как окорочка, их души вверх ногами. Мгм. Все подвешены, как игрушки на елках вверх ногами. Так. И что я вот, который смотрю на эти кресты А ты сверху. говоришь, что они потеряли себя, потому что шли твоими следами, но не твоими следами, а теми следами, ярлыками. Они же последователи типа Иисуса Христа, Мгм. но не твоей божественной души. И ты показываешь, что душа твоя сияет внутри, а это скорлупа, как одежда, это Эти ярлык. догмы эти. Мгм. Да, ты говоришь, что это ярлык чужой миссии. И эта миссия принадлежит этой сущности, вот с этими лапами. Это антихрист. Мгм. Вот этот Так. спрут, это матрица христианская, да. Приказывай там спруту этой системе все эти ярлыки и догмы забирать ихними руками. Пусть полностью забирает ихнюю ложь. Вот эту вижу опять эта система, оно так называется, это такая Мгм. система поглощения человеческой души. Это как огромный такой пирог, который висит в пространстве, черный, вот это все переплетено. И там вот эта часть христианства, ну, это приблизительно 10% со всего. А, Да, Сейчас я считаю точно, кусочек. Мгм. 14% от всего. Мгм. То есть, что они вложили. Отделение вот это. Да-да-да. Кусочек. Я вижу, как Сектор. оно М. выходит, и когда оно вот это выходит, то внутри это выглядит как печенька такая с начинкой. Начинка — это божественные души, которые потеряли себя вот в этих христианских религиозных эгрегорах, да, Мгм. этих контрактах. А сверху это магия вся,
когда уже человек не понимает, куда идет и что ему делать, и кто он такой. Полностью потеряно, да? Оно вот этой черной энергии, вот эти спруты, как пауки, вот это все шевелится и удерживает внутри эти сияющие души. Мгм. Так. И вдруг я вижу опять руки этого палача. Пий. Да, да. Мгм. И вдруг его руки начинают чернеть и пекут его. Потому что мы отдаем ему карму, мы видим его, и также этих иезуитов, которые придумали эти вот, Мгм. Догмы эти, этот ложный путь, да, путь смерти. Пусть забирают, принимают на них же. Это их ответственность. Мы их видим, всех этих и вдруг священников. эта дорожка в этих Елисейских полях так скрутилась, уходит. Где это была, считывается печать, Мгм. печать власти Зр Мгм. в этой беседке. Эта беседка вот так как взорвалась. И я вижу, это пирамида черная, как будто бы ожила, и там такой глаз. Сейчас я его Согласен. заморожу. Мгм. Сейчас посмотрю, что это. Что это за глаз? Что это за энергия? Тянется вниз, как жила такая черная магическая. Оно считывается как прозрение. Так, и кто хозяин его? Кто хозяин этой жилы магической? Приказываем проявить согласно его эфирной ДНК. В каком-то пространстве там внизу появляются такие сущности высокие, а, как будто бы человекообразные, э, ну, М. ростом где-то по 3 метра, ноги у них, колени сзади, как у Мгм. козлов, как Сколько у глаз? козлов, а Мгм. руки человеческие и лицо странное, как будто бы человеческое, но не человеческое. И с М. рогами, а внутри у него сердце красное. Люцифер Мгм. собственной персоной. Который он был. Да, это М. вот Бафомет, это символ поклонения Люциферу, а вот он, этот же и есть Люцифер, многомерный, не один, М. многомерный он. Ну, как и человек тоже. Мгм. Он дух преисподней, он хозяин системы власти над человеческой душой. Сейчас я Мгм. посмотрю, есть ли у тебя подключка к нему. Посмотри, Виктория. Он говорит, вот показывает, что его пространство, вот как маятник раскачивается, и говорит, что он пытался пробраться к тебе, и так, ой-ой-ой, какие тут звуки. Говорит, что не мог. Мгм. Говорит, что ты не принял власть от него. Мгм. О, какой-то вот этот идет сюжет. Знаешь, в Библии Библейский. описывается, Мгм. что Там. типа испытывал его, а я вижу, что приходит этот ангел, этот двоюродный брат, он высокий тоже был, худой, Мгм. высокий, и он приходит к царю
Мгм. Почему-то идет Вероника. царю-наместнику. А, М. интересненько. Ладно, приходит. Мгм. Вот ты сидишь на троне, а он приносит такую черную, считывается печать. Предложение. Мгм. Он предлагает стать кумиром народных масс, народа. Измени политику власти, измени политику власти. Мгм. Так, а Так. что он И ш предлагает? Мгм. Я вижу, что ты берешь, вот это, как будто бы развернул такую, оно считывается печать, а как будто бы свиток такой разворачивает. А Мгм. ты ему показываешь именно вот так на что-то, вот так там показал, на какую-то как картинка написано там и нарисовано, интересно так. Мгм. Тоже звучит как догма. Мгм. В этой картинке разноцветной я вижу, ты показываешь на нее вот так пальцем, и там идет такая сразу вся информация считывается, история этой картинки, и там вот эта подключка к этой пирамиде, и ты говоришь дьявольский контракт, и берешь Мгм. вот так вот чух-чух-чух и заворачиваешь вот эту догму, вот это все, то есть Мгм. На тот момент я отказался. отказываешься, М. так типа: "Уходи, уходи". Мгм. Вот. И вдруг этот, ангел, ну, этот человек, фамилия у него такая, Ага. Исаак ангел. выходит, да, Мгм. выходит и так, вот такой, ну, он весь черный такой и превращается как в быка, в такого вот. Злость затаил. И он Мгм. тогда решил, и он говорит: "Я его убью". Мгм. И он говорит: "Я принесу его в жертву на праздник святых". Он говорит М. 14 Ниссана. Мгм. Он обзывает евреев и говорит: "Пусть эти ублюдки знают, э, кого они похоронят". Я вижу, что евреи, наоборот, его защищали, Андроника. Мгм. А он, говорит, что он им типа покажет, кого они защищали. Он планирует вот это. Я Мгм. его сейчас поспрашиваю, как он хочет показать. Мгм. И на этом именно моменте, как раз и я слышу зыждется, то есть, установлена вся вот эта христианская мафиозная структура. Мгм. То есть я вот эти все вижу, эту всю историю возникновения этого христианства, а, канонизация смерти Христа, и так дальше. И в конце концов имеет смысл то, что осуществляется. То есть тот, Мгм. путь, тот вариант событий, который осуществляется. И в том моменте, когда он как бы открыл эту дверь, как говорят, Мгм. ящик Пандоры, да, Мгм. то есть он открыл эту дверь в это пространство этих всех негативных событий. Вот. И этот Люцифер опять говорит, что он пытался, и опять я вижу этот маятник, говорит себя, но говорит, что он не смогло. М. Почему-то вот так говорит, не смогло.
Потому Так. что оно. Теперь понятно, Ну, почему этот Бафомет, это же оно. оно, да, оно Мгм. там типа женщина, типа мужчина, типа человек, типа козел, непонятно кто, что и чего. А вот этот, Потому что он не идет информация, потому что он не стал человеком. Он никогда не был человеком. Он только через человека мог проявлять его волю, когда человек действовал так, как он хотел. Поэтому он оно. мгм. Виктория, вот этот вопрос по вот этому Исааку, ангелу. Читая информацию, это в этом воплощении друг Андрей, мой друг, который с детства у меня? Не знаю, сейчас ты говоришь, что ты его знаешь. Мгм. Кто он в этом воплощении? Ам, Вижу, это мать его Людмила, которая стоит на корточках, да? Это он? Мать Людмила, Андрей, это он? Да, это он. Мгм. Он друг. Как? Мгм. И в этом воплощении я тоже отказался от этой печати, которую он предлагал. Он предлагал тебе план мира, люциферианского мира. Он предлагал тебе какую-то, я вижу, как будто бы соткана из каких-то энергий такая пирамида, которая выдвигалась из сектора магии. Мгм. То есть и в этом воплощении тоже отказался. Да, повторилось. Мгм. И опять слышу этот противный голос э, Люцифера. Давай я отсоединюсь, я не хочу, чтобы ты... Отсоединяйся, хорошо, Виктория, отсоединись от этих всех, нижних пространств. Да. Отсоединяйся, поднимайся вверх. Мгм. Все, вот эту всю систему догм, ловушек приказываю Люциферу забирать его руками. Признаем ее ненужной, чужеродной в нашем человеческом организме. Стираю. Он говорит, что ты победил таким противным голосом, низким, как будто бы он подыхает уже. Говорит, что ты победил. Мгм. И я вижу, как убирает буквально свой пиндер, ну, отросток такой энергетический, черный, магический. Вот. Мгм. Очищаю пространство. А ты бы там как будто бы в офисе сидел, знаешь, такой символ идет, как будто ты босс в своем пространстве. И как вначале ты так сидел так в одну точку, а сейчас, ну, типа, все сделано. Мгм. Когда ты мне давал Конечно. разрешение, Мгм. ты вот так говоришь, что ты создал прерогативу духа. Что это обозначает прерогатива духа? Ну, ты показываешь, что там вот в этой точке М. была эта кармическая связь, ты ее разобрал, вот это, где лежала часть, это на этом М. камешке, это погребение. Верни себе свою жизнь, наполни жизнью все уголочки твоего сознания во всех воплощениях. Сотри смерть с твоего пространства. Это не бытие, это не твое. Твое– это Мгм. жизнь, гармония, счастье и процветание. Отделяю все чужеродное, возвращаю все то, что принадлежит мне во всех воплощениях, во всех временах, между времен и пространства. Все, что принадлежит мне, я возвращаю, очищаю. Ну, как интересно. А сейчас ты вот это с неба вернулся, и как ангел так спустился на землю опять. Вот там, где ты тогда стоял. Вот, и, Мгм. вот там. Но вернулся уже вот такой с таким каким-то вот как с шаром огромным сияющим. Ты говоришь, что вернул свою полноценность.
Сейчас Вот. давай я поспрашиваю, посмотрю, есть ли какой-то противовес этим контрактам, договор. Мгм. Ты говоришь, что есть, и что он вот здесь находится, и что говорит, каждый найдет себя там и Сердце. составит, да, и составит личный план общения с собой, говоришь, с жизнью, с Творцом жизни. Мгм. Сейчас я тебя спрошу, есть ли миссия одна для всех? Ты говоришь, что нет. Ам, я имела в виду, что один М. спасет всех. Ты говоришь нет, но миссия у всех одна на самом деле. Общая миссия — вернуть, я слышу, равенство с Творцом. М. Равенство с Творцом. Гармония жизни. Равенство с Творцом звучит. Что это Ты обозначает? говоришь, Это что равенство. показываешь, Мгм. говоришь стать как Он. И М. показываешь опять на эти следы, и ты говоришь пройти следами, но это идет, говоришь назад, а на самом деле это вперед. То есть мы тогда шли назад, Нет, вернуться когда мы к источнику. возвращаемся, Мгм. нет, смотри, как интересно, когда Да. мы возвращаемся в прошлую жизнь, то наша цель всегда впереди. То есть цель — очистить свое пространство и восстановить целостность и гармонию с первотворцом жизни, своим истинным источником. Это впереди цель. Получается так, что да, эта цель — это указатель. То есть, когда мы идем, выполняем цель, то получается, что мы работаем как впереди, а не сзади. А когда Мгм. бесцельно, я же это всегда чувствовала. Я ж никогда просто так не смотрю по жизням, Смотреть потому что вперед. оно не имеет смысла никакого. Имеет смысл, есть методика, да, то есть она подсказана интуицией, она подсказана самой душой. Это не кто-то там себе придумал чего-то. Так интуиция подсказывает. Интуиция всегда права. Ну, если она Мгм. настроена на истину, на камертон. Так, и в общем я вернулся этими следами во сне, Вперед, вперед. Мгм. вот, к первотворцу. И ты говоришь, что ты их очистил. Мгм. Просто вот эти следы, вот так, как будто бы снег что-то темное повытрушивал, и остались такие сияющие следы. Ты вот это темное поубирал, и остается только сияние такое. Мгм. Вот Верны оно, что такое означает пройти след в след. Вот оно что. ну, Христианство учит, что нужно пройти след за Христом и умереть, как Он, и типа страдать, умереть, стать рабом. То есть это м, навязанная вот эта одежка, скорлупа, которую ты снял, этот кожух. Вот. А пройти следом твоим — это расторгнуть контракты и освободить душу. Вот истинная миссия души. вот пусть и расторгает контракты, только ихним путем. Пусть каждый смотрит в сердце его. Ну, Хорошо. миссия каждой Мгм. души — расторгнуть контракт и выйти из темницы, из лабиринта смерти и стать свободной. Вот это истинная миссия. Вот это Мгм. мессианство.
Только у Виктория, каждого да. свой Мгм. путь. То есть миссия одна, но путь у каждого разный, потому что у каждого свои события были и свои контракты. И вот, и все. Мгм. Виктория, вот эта вся шапка ледяная, вот это все растает, вернется. Процесс будет. Ты говоришь, что ты забегаешь вперед, Мгм. Да, хорошо. потому что все по очереди происходит. Хорошо, согласен. Хорошо, Виктория, очищаем пространство, передаю информацию в древо жизни этим. Почему-то руки у меня сильно сияют. Мгм. Сейчас я Что это посмотрю. значит? Мгм. Я слышу, что я дотронулась к естеству бытия. Ой, как это работает. Помнишь, когда я с Еленой Гилео работала, когда она в эту Шамбалу ушла? Как Меня еще людям не было было. плохо. Тебя еще не было? Да. Мгм. И на этом сеансе, после которого я с ней перестала вообще даже общаться, потому что я ее предупреждала, что этим закончится. И когда я делала сеанс, вот этот последний, и увидела этот портал, в котором находится клиентка. Я ее достала и говорю, там еще кто-то внизу в этом портале, в этой воронке. И увидела, что это она. И она говорит, помоги мне. Я ей протянула руку и смотрю, а рука почернела. Я спросила, что такое, почему? И услышала ответ как бы от первотворца. Ты не имеешь права ей помогать. И я посмотрела и сразу же увидела ее сознательный контракт Мгм. с этими демоническими структурами Шамбалы, да, вот, Мгм. и все. А это вот я очистилась то есть правильная работа с правильным человеком. Я вижу, как мои руки сияют, и я вся сияю. И я слышу, что дотронулась к естеству бытия. То есть то, что мы делаем это По буквально правилам жизни. по правилам жизни. Мы возвращаем искры жизни. Да. М. Это естественные процессы очищения. Вот. А то, Мгм. что тогда было, да, то есть очистить, а Елена хотела магическим путем, то есть очиститься, то есть Мгм. сама делать темные дела магические, сотрудничать с низковибрационными энергиями, но получить благословение. Но так не бывает. Да, это наказуемо. Да. Хорошо, Виктория. Так, поднимаемся вверх на Да, я считываю, информацию. слышу, что мы вышли на новый этап очищения сознания. Мгм. И да, я вот это вижу, как об этом говорил Вернадский. Помнишь? А, Мгм. мы Ноосфера. своим да, ноосфера. То есть я вижу, как мы стоим вот вверху, а люди вот так как летят, как ангелы поднимаются, и вот это пространство начинает увеличиваться и сияет. Человеческий разум, я слышу, спасает мир. Мгм. Творцы должны стать творцами. Вот, Так, информация передали мне, Виктория? передаем, да, информацию. Всем. Мгм. Очищай Хорошо. все твое Оч пространство, о наполняйся светом, гармонией, на всех уровнях, восстанавливай твою во всех целостность. временах.
Да. восстанавливаю мою целостность. В каждой клеточке моего организма я восстанавливаю истину, мою истинное ДНК, очищая все чужеродные искажения, убирая из каждой клеточки моего организма, из каждого моей энергии, все чужеродное, от отделяю, сжигаю, трансформирую, как я это делаю. О, Короче, и вот это закрыл и сказал: "Мы это сделали". класс. Отлично. Отлично. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Поднимаемся Мгм. вверх. Да. Спроси у меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. Всё. Всё. Такая книга огромная перед тобой, и ты, говоришь, что ты достал, ну, как говорят, свою маскулинность, да, то есть Мгм. свою мужественность, потому что вот мачо, настоящий мачо — это человек, который живет своей жизнью, осознает свою духовную силу, а не показывает свои телеса. М. Хорошо. Хорошо, благодарю тебя, Виктория, за труд, за Мгм. помощь. Высшее Я, благодарю первоисточника жизни, благодарю за поддержку. Оки-доки. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство. Всё чисто. А руки сияют. И такие вот М. шары вокруг рук, и всё это энергия вот так. Гармонизируй, Виктория, твое пространство. Ага. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Очень даже хорошо это мы полетали. Да то не то слово. Праздник какой-то. Да праздник какой-то. У кого какие праздники, а у нас праздник расторжения контрактов. Так а что же Спасибо. может быть, Благодарю. главней? Ничего главнее не может быть. Человек Мгм. пришел на эту землю для того, чтобы освободить свою душу. Я это чувствовала. Я об этом не знала, но я это чувствовала много-много Окей. лет подряд, пока я не прошла этот первый мой сеанс. У меня Мгм. это вот это как груз висело, да. То есть я сначала не понимала, потом мне просто начало приходить. Я не понимала, что это, просто информация, да. Просто думаю: "Да что это такое?" Потом начала кто ищет, тот всегда найдет. Все стало понятно, когда прочитала эту статью Камерон Дэй "Почему я больше не служитель света". То есть человек занимался эзотерикой много-много лет, и в конце Мгм. концов, так как был Понял. честным человеком, он все понял, к чему Мгм. это все, да. То есть, Облечил систему изнутри, как говорится, да? изнутри, да, да, Мгм. изнутри обличил, да. Да, прекрасно.